Выезжая из города, всегда стараюсь попасть в лес. Сегодня решил посетить лесное озеро, установить сюда пару фотоловушек и посмотреть, кто сюда приходит. Место любопытное, и следы зверей здесь присутствуют. Ну вот, одну камеру установил с этого ракурса, а вторую попробую установить напротив. Ну а здесь возьмем под присмотром вот эту часть озера. Думаю, тоже должно получиться неплохо. Вдруг кто-нибудь интересный придет сюда. Вот и посмотрим. Оставим это место ненадолго, на сутки или двое. Стоит прекрасная весенняя погода. Иду забирать фотоловушки с озера. Следов пребывания зверей уйма. Надеюсь, мне повезет кого-нибудь там запечатлеть. Ну вот я и на месте. Фотоловушка. На месте это приятно. Посмотрим, был ли здесь кто-нибудь в течение 2 дней. Интересное место. Вот и вторая. На месте. Ну что, небольшая интрига. Предварительно посмотрим, есть что-нибудь или нет. Да. Отлично. Отлично, ребята. Кажется, будет интересное видео. Так, какие-то звуки. Возможно, мои друзья лоси. Пора уходить домой. Пока цел. Ну вот. В отличном настроении я покидаю лесное озеро, зная, что меня ждут трофеи, которые мы сейчас рассмотрим. Первая сработка случилась в первый же вечер в 21:43. Камера выдернула из пустоты кусок пустынного берега, но при этом зафиксировала отчетливые звуки чьих-то шагов по прялой траве непосредственно возле фотоловушки. Кто это был, осталось загадкой навсегда. На следующий день, ближе к полудню, все началось достаточно прозаично. На воде показались дикие утки, но так как в лесу и без фотоловушек можно много наснимать пернатых, то это не вызвало у меня ровным счетом никакого ажиотажа. Хотя на это заявление дикие утки могут и разобидеться, так что я искренне надеюсь, что они это видео не увидят. А если и увидят, то не узнают, где я паркую машину, чтобы доказать мне пометом несостоятельность с моей точки зрения. В следующий раз камера сработала спустя 2 часа. И на этом месте я загадал желание, так как впервые мне попалась в обзор косуля. Судя по симпатичным, но пока еще хрупким, неокрепшим рогам, это был самец европейской косули. Этот вид оленьих является самым мелким представителем семейства в Европе, но тем не менее самым симпатичным, по крайней мере на моем видео. Этот самец вдоволь попозировал мне в объектив, так что я успел загадать не одно желание, в надежде, что хотя бы одно из них когда-нибудь сбудется.
Кстати, и вы, если видите впервые самца европейской косули, можете смело загадывать желание и не благодарите за такую возможность. Рассматривая видео и раздавая возможность загадать желание своим зрителям, я одновременно в очередной раз нахваливал себя за правильный выбор расположения камеры, благодаря которому поимел возможность любоваться косулей прямо в середине кадра. Но и косуля, тем временем догадываясь, что является центром нашего внимания, не спешила удаляться из кадра, продлевая свой звездный час киноактера. А вот в кадр попался старый знакомый, герой одного из первых моих видео, которое вы сможете без проблем у меня найти, на котором я запечатлел его ночные проделки. Это лесная куница, которую, кстати, в прошлый раз в ночи я принял за хорька. В этот раз зверек появился вечером, чтобы на бегу отхлебнуть воды и поприветствовать компанию диких уток. Вторая фотоловушка также меня порадовала. На этом видео я сначала ничего не увидел, но чуть погодя, справа за кустами орешника, я разглядел приближающийся силуэт лося, спустившегося к водоему. И данная ночная прогулка была зафиксирована примерно в час ночи. К слову сказать, моя вторая фотоловушка, несмотря на свой маленький размер, зафиксировала самых больших жителей этого леса. Поэтому именно в ее случае можно сказать, что неважно, какого она размера, главное уметь ей пользоваться. Или правильно установить в нужном месте для продуктивной добычи фототрофеев. Именно это и произошло в данном случае. Этот молодой лосенок, или правильно будет сказать теленок, появился в кадре спустя час после предыдущего гостя, который так и остался в тени. Но к моей и, скорее всего, и вашей радости появился он не один, а в компании своего родного брата. Брат появился в кадре красиво, можно сказать, киношно, прямо из темноты, делано задержавшись перед камерой, как и учили в лесной киноакадемии, на радость зрителям, нам с вами. Откровенно говоря, столько диких животных одновременно во время своих прогулок по лесу я никогда не наблюдал. Поэтому, когда проверяю свои фотоловушки и просматриваю с них видео, испытываю непередаваемое чувство восторга. Как сейчас, наблюдая с вами за этим молодым лосенком. Доживав кустик, пощипав прибрежной травки и дав нам вдоволь на него полюбоваться, брат 2 удалился в сторону ночного леса. Но от вида лося, пьющего воду, всем должно стать легче. Хорошо, что рядом нет охотника, и Сахатому не придется задаваться вопросом, почему он все пьет и пьет, а ему становится все хуже и хуже. Пожелаем ему успехов в его лесных делах, с надеждой, что не раз его еще увидим на своих видео. И если он рогами не снесет мою фотоловушку. С появлением фотоловушек в моей жизни прогулки в лес заиграли совсем другими красками.